как я представляю здесь сейчас, Открытый международный университет развития человека Украина, а также несколько общественных организаций, которые занимаются непосредственно проблемами людей с инвалидностью, их обучением, социализацией и вообще проблемами инклюзии в принципе. Очень здорово, что у нас так получилось с коллегами, что мы говорили немного о проблемах в общем, о проблемах в сфере. Я бы хотела рассказать о том, как мы эти проблемы пытаемся решить. Я не говорю, что мы решаем все проблемы. Все проблемы решить невозможно. Но Открытый международный университет развития человека в принципе и проектировался как учебное заведение специально для людей с разными ограниченными возможностями, на самом деле безграничными. То есть идея была такая: создать такое учебное заведение, где каждый человек, независимо от возраста, состояния здоровья и, скажем так, предыдущего опыта образования, может получить высшее образование. Напомню, это было 20 лет назад. 20 лет назад это было очень даже актуально. В прошлом году мы отпраздновали 20-летие, и был зафиксирован рекорд в книге рекордов Украины, самое большее число выпускников с инвалидностью. Потому нам объективно есть о чем рассказать. Да? То есть опыт какой-то есть, и он уже объективно зафиксирован. Как мы работаем с людьми с инвалидностью, как мы это делаем, почему это инклюзия, где интеграция. На самом деле начинали работать с интеграцией. В общем, сегодня контингент университета – это около 13 тысяч студентов в разных регионах Украины. Только 10% из них – это люди с инвалидностью. Инвалидность разных нозологий, но в основном это люди, которые получают высшее образование, потому мы понимаем, что это люди, которые способны обучаться, хотят обучаться и нуждаются в дополнительном сопровождении во всех сферах. Для того, чтобы сделать это максимально комфортно, мы в каждом, ну, во-первых, у нас есть университет в Киеве и есть отделение в регионах. И вот в каждом регионе, где есть люди с инвалидностью, они у нас есть в каждом, мы создали отдел инклюзивного образования. Что это такое? Это отдел, в котором работает обязательно психолог, обязательно дефектолог, и если есть неслышащие, работают переводчики-дактилологи. Причем количество ставок и их занятость зависит от студентов и от количества студентов. Но в любом случае за всеми этими специалистами есть кафедры. То есть практически психолог есть в отделе, но есть кафедра психологии, которая занимается проблемами как раз инклюзивного образования и работы с такими людьми. И у нас есть, например, дефектолог. Но кроме того, у нас есть кафедра почти в всех отделениях, у нас есть реабилитация, сейчас это называется физическая терапия, эрготерапия, то есть это комплексная работа, это не только физическая адаптация, остальное. Кроме того, у нас есть кафедра социальной работы, то есть таким образом, что мы делаем? Мы на каждой кафедре пытаемся создать студенческое подразделение. Ну, как бы не просто кружок, а что-то типа и практика, і робота. Називається це у нас СННВП – студентський навчально-науково-виробничий підрозділ, студентський учебно-научно-производственное подразделение. Таким образом, студенты пытаются применять свои знания на практике и работают социально, психологически, реабилитационно с нашими студентами. Как правило, это работает в две стороны. Кроме того, для того, чтобы помочь нашим студентам, особенно это касается неслышащих, потому как контингент неслышащих студентов в учебном заведении достаточно высок, мы постоянно в штате держим переводчика-дактилолога, который переводит на синхронный украинский жестовый язык все, ну, скажем так, занятия этих студентов. Но это, на самом деле, это малая часть того, что можно сделать. Это то, что касается студентов, это, собственно, это интеграция, это не инклюзия. Инклюзия – это то, как мы работаем со средой, как мы пытаемся подготовить среду для обучения таких студентов. Что для этого мы делаем? Ну, на самом деле, три таких направления. Первое и очень простое. На первом курсе, в первом семестре мы ввели дисциплину, она называется условно, раньше она называлась «Инвалидность и общество», сейчас она называется «Разнообразие и инклюзия». И таким образом мы рассказываем студентам о том, что такое барьерная природа общества, что такие есть модели инвалидности, как с этим можно работать, и учим их правильно относиться к разным нозологиям.
Эта дисциплина читается совместно, то есть все студенты, независимо от того, есть у них инвалидность, нет инвалидности, они это слушают. И мы не говорим об инвалидности как о проблеме, мы говорим как о социальном явлении. И пытаемся, кроме того, очень много работать с практическими разными занятиями. То есть мы показываем фильмы, обсуждаем. И таким образом в конце первого семестра у нас уже есть сформированная более-менее толерантная среда. Кроме того, весь первый курс, еще скажу, чтобы не было вопросов, это факультативная дисциплина, 3 кредита, она изучается в вариативной части. То есть это не проблема в любом учреждении это сделать. Кроме того, у нас есть украинский жестовый язык, который изучают все. Не только психологи, социальные работники или реабилитологи, юристы, менеджеры, финансисты. У нас весь первый курс, вот 2 семестра, изучают украинский жестовый язык. Я не скажу, что они свободно говорят на жестовом языке, это невозможно, это нужна практика. Но, по крайней мере, они, во-первых, имеют какое-то представление об этом, во-вторых, это тоже формирует толерантные отношения, позитивные отношения. Ну и третий момент, это то, что мы делаем постоянно и всегда. И это то, что делаю непосредственно я, к чему я уже, ну, скажем так, горжусь, что я имею отношение. Это постоянная социальная разъяснительная работа, тренинги, семинары, практикумы, участие в различных программах. Все это в основном мы делаем бесплатно. То есть мы приглашаем к нам учителей, социальных работников, все сферы, все категории. Ну и кроме того, для того, чтобы в этом была заинтересованность, чтобы можно было это делать полноценно, не просто пригласили, поговорили, ушли, мы пишем под это проекты. И это тот опыт, последние 5 лет мы работаем очень тесно с общественными организациями, то есть это не проект под институт или учебное заведение, это проект под общественную организацию, которая тесно сотрудничает вместе с университетом. Эта общественная организация берет наших студентов на практику. Эта общественная организация помогает нам с реабилитацией, социальной реабилитацией, помогает решить проблему, когда у ребенка нет группы инвалидности, помогает решить проблему, когда нужно поговорить с мамой. То есть мы вот так тесно это все делаем. Что это за проекты? Например, украинский жестовый язык для работников прозрачных офисов. Например, формирование правильного отношения к людям с инвалидностью у работников полиции, медицинских работников, людей, которые работают в суде. Причем как раз по поводу суда. Последние 2 года мы тесно сотрудничаем с Львовской организацией, это благотворительный фонд «Право и демократия». И это 3 огромнейших проекта по работникам суда, адвокатам, судьям. И сейчас на подходе переводчики жестового языка, которые используются в судебной системе. То есть на самом деле мы не делаем много, но мы пытаемся в той области, где это возможно, это изменить и как-то работать. Поэтому, пользуясь возможностью, хочу пригласить вас всех к сотрудничеству. Мы открыты. Я очень благодарна тому, что у нас есть возможность сегодня видеть практический опыт, потому как ну, это здорово, когда вся эта теория, она применяется на практике, это работает. Кроме того, у нас в мае конференция, 16 мая, конференция у нас в ноябре. Я думаю, что я поделюсь через платформу всей этой информации. Приезжайте, приходите. А самое главное, для дистанционного участия можно просто прислать видеоролик о том, что вы делаете и как вы это делаете. Ну, если не больше 7 минут, что может уклались в регламент. И мы покажем всей Украине, и маленькой Украине университету, и большой Украине, как работают наши коллеги, потому как для нас есть самое главное, это девиз. Нет ничего невозможного. Главное захотеть.